Пиратство в игровом сегменте является повсеместной составляющей, без которой нельзя было представить игровую индустрию такой, какая она есть сегодня. Особенно эта тема очень близка в России и странах СНГ, ведь благодаря пиратству многие так или иначе смогли прикоснуться к тем продуктам игровой индустрии, которые были не по карману. Поэтому мы сегодня погрузимся немного в историю развития пиратства в России, а также разберемся в вопросах: должно ли существовать пиратство в принципе и является ли оно нужным злом для поддержания равновесия. Поднимайте веселого Роджера, делайте себе горячий чай с бутербродами, а мы, пожалуй, начнем. Расцвет пиратства в России начался после развала Советского Союза, когда на развлекательный рынок хлынул огромный поток техники, включая игровые устройства. На самом деле не стоит думать, что в Советском Союзе не было игровых автоматов, приставок или компьютеров. Партия еще в 80-е годы давала направление на развитие электронной вычислительной техники. Правда, устройств производилось не настолько много, чтобы покрыть все потребности пользователей. К тому же на рынке не было столь большого разнообразия. Но как бы то ни было, в то время наши юные соотечественники так или иначе были в курсе, что такое игры и как и с чем их можно есть. Большую популярность в начале 90-х из всех игровых систем на постсоветском пространстве получила Nintendo Entertainment System. Правда, это была не оригинально лицензированная консоль от самой Nintendo, а ее реплика с веселым слоненком Дэнди, которого нарисовал Максимов Иван Леонидович, автор множества странных сюрреалистичных мультфильмов и создатель игры «Полная труба». И данную ситуацию можно назвать значимым витком развития пиратства в России и постсоветских странах, так как рынок заполняли реплики NES из Тайваня, а вместе с ними желтые картриджи из самой Поднебесной. Хотя, конечно же, в то время простые обыватели и не знали, что данные товары являются копиями и репликами, так как в принципе многим было все равно, что они покупают, главное, чтобы было все по карману. Потому что в то время из-за кризиса экономики, передела власти, собственности, а также неустойчивости валюты, безработицы и иных социально-экономических проблем, вызывающих обнищание и падение доходов населения, многим приходилось потреблять товары с низкой стоимостью. Но так или иначе, со временем, когда экономическая ситуация стабилизировалась благодаря росту цен на нефть, в 2000-е годы основную игровую платформу завоевал персональный компьютер. Не, конечно же, компьютеры были и в 90-е годы, так же как и пиратские игры на них. Правда, они не имели особо высокого распространения среди населения, а поиграть в них можно было только в игровухах. Как бы то ни было, пиратство продолжало развиваться еще более бурно, благодаря умельцам, которые научились нарезать болванки, записывая на них различные копии игр и выставляя их на рынок. В дальнейшем некоторые из них даже создавали компании по созданию и продаже пиратской продукции. Такими были компании Fargus, Седьмой Волк, Триада, GC Game World и многие другие, запомнившиеся своими до ужаса смешными обложками и местами с ратыми переводами про потрачено. И продолжалась бы эта история дальше, ведь она по сути приносила немалый доход тем, кто занимался этим делом. Но с развитием интернета и появлением цифровой дистрибьюции розничная торговля пиратской продукции ушла на нет. Правда, пиратство как таково не исчезло, а трансформировалась в возможность скачивать с торрентов любую программу или игру, не заплатив при этом ни копейки. Что ж, мы прошли краткий экскурс по пиратству в России и странах СНГ. Конечно, не вдаваясь во все подробности, но как бы то ни было. Это было сделано за тем, чтобы задаться вопросом, является ли пиратство сущим злом или нет. На самом деле однозначного ответа не существует, потому что одни считают, что пиратство только вредит игровой индустрии, а другие наоборот. И как таковой, и ту и другую сторону можно понять, и в какой-то степени они все правы. Но как я считаю, сложив свое личное и неподкупное, так сказать, мнение за время пребывания в игровом сегменте, пиратство является нужным злом, благодаря которому существует баланс в игровой индустрии. Да, с одной стороны, пиратство является сущим злом для компаний, так как из-за него разработчики недополучают прибыль, благодаря которой они смогли бы и горы свернуть, и давно истинный Next Gen продемонстрировать. Но есть одно но. Если бы в игровой индустрии не существовало бы пиратства, вот так вот, чисто теоретически представим, что все пираты, пиратский софт и так далее тупо испарились, то тогда никакого некстгена и шедевров мы бы все равно не увидели. По той простой причине, что разработчикам проще было бы выпускать недоделки по типу Киберпанка или последних ремастеров как GTA Trilogy или Warcraft Reforged, заваливая пользователей кучей рекламы и рассказывая историю про то, что все замечательно, дорожная карта есть, и если что, когда-нибудь мы все исправим. Понимаете, игровая индустрия это не только речь об искусстве, это в первую очередь речь о деньгах. Если бы не было пиратства, то качество игр, предоставление удобных условий использования этих игр тупо не было, потому что напрягаться крупным компаниям так сильно за внимание пользователей было бы лишним, поскольку на их действия не было бы никакого противодействия, из-за чего они чувствовали бы себя прекрасно, устанавливая цены, какие им хочется, выпуская одинаковые подделки каждый год, ничем не отличающиеся друг от друга, предоставляя попутно неудобные услуги и невыгодные предложения.
Пиратская продукция, как таково, по своей сути является конкурентом к лицензионной, благодаря которой издатели начинают шевелиться и придумывать разные идеи, как приманить больше пользователей на пользование лицензионной продукцией. Ведь даже если посмотреть на историю борьбы с пиратством, когда разработчики вставляли различные ограничения в игры, благодаря которым они типа боролись с пиратством. Типа потому что так или иначе защиты потом взламывали, и по итогу в большинстве случаев оставались у разбитого корыта пользователи, купившие лицензионный продукт, так как эти ограничения представляли дискомфорт именно пользователям. Например, раньше, чтобы запустить лицензионные игры с диска, нужно было каждый раз проходить идентификацию, вводя определенные ключи, написанные в мануале, или оставлять диск в дисководе, из-за чего со временем он просто портился из-за частого использования. А в пиратских версиях такого не было. Там не было различных танцев с бубном, благодаря которым можно было запустить игру. Все было просто. Вставил диск, скачал игру, запустил и все. Больше ничего. И это было не только тогда, когда игры устанавливались с дисков, но и когда бурно развивался интернет. Так, например, в лицензионный Assassin's Creed 2 нельзя было играть без подключения к сети. Пиратам можно, а пользователям лицензии нельзя, потому что так решили Ubisoft. То есть из этого можно сделать какой вывод, что бороться с пиратством это бесполезное занятие. Проще с ним конкурировать, предоставляя выгодные предложения. Вот когда-то Бену в голову пришла идея сделать Steam. И он его сделал. На старте, конечно же, он выглядел ужасно и был не очень удобным, но со временем, благодаря развитию магазина, сделавшим его более комфортным в использовании, сведением региональных цен, предоставлением гигантских скидок, почему-то пираты стали резко пользоваться лицензионной продукцией. Может потому, что стало людям проще получать игры без всяких лишних проблем, по выгодной цене, имея при этом возможность вернуть деньги, если игра не понравилась, и оставить какой-нибудь отзыв напоследок. Может быть поэтому? Потому что пользователю не нужно лишний раз напрягаться из-за всякого рода ограничений разработчиков и конских цен. Кстати, о конских ценах. Еще одной важной составляющей, за которой многие пользовались больше пиратской копией раньше, да и сейчас в принципе некоторые тоже, из-за того, что у людей нет лишних денег на покупку лицензионной игры. Это особенно знакомо нам и странам СНГ, ведь мы после 90-х находились в экономической жопе, из-за которой ничего нельзя было купить. А развлекаться как-то хочется, смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры, поэтому и приходилось пользоваться пиратством, благодаря которому многие знакомились с продуктами игровой индустрии и приобщались к этой части массовой культуры. Также пиратская копия является неплохой, скажем так, демо-версией, благодаря которой игрок может познакомиться с продуктом, а потом впоследствии купить лицензионную версию в знак благодарности разработчику, так как эта игра ему понравилась. Ведь на данный момент многие большие проекты не имеют за собой никакой демо-версии, чтобы опробовать игру, как она в плане механики, графики и тому подобное. Во многих играх все возможности геймплея открываются постепенно, из-за чего за 2 часа игры трудно понять, насколько с этой игрой все хорошо и какие возможности есть у игрока. А иногда в некоторых проектах вводная часть по сути занимает огромную часть времени, и в одной вводной части особо ничего не происходит, да, компания Ubisoft? Я до сих пор не забуду, как играл в третьего Ассасина, где первая половина игры проходит на корабле, в котором особо ничего не происходило, кроме как подымись туда, поговори с тем и забери это. Еще одним преимуществом пиратства является сохранение достояния игровой индустрии. Да, сохранение. Так как по сути многие игры разработчики и издатели не хотят перевыпускать и портировать на новые платформы, из-за чего огромный пласт игр по сути отправляется в небытие. Вот, к примеру, тебе захотелось поиграть в Silent Hill 2. Платформы, на которой ее можно запустить, у тебя нет, лицензионной версии у тебя нет. А для того, чтобы все это достать, нужно заплатить немалые деньги. И тут тебе на помощь приходит пиратская версия с эмуляторами, которые дают возможность поиграть в эту игру, не напрягая себя и свой кошелек. И это относится к многим проектам прошлых поколений, которым благодаря пиратству можно прикоснуться. И какой же вывод можно сделать из вышеперечисленного? Пиратство является нужным злом, которое дает больше возможностей и выгодных предложений пользователям, благодаря тому, что крупным компаниям приходится с ним так или иначе конкурировать за внимание игроков, что является лучшей ситуацией для нас, обычных обывателей, так как нам от этого становится проще и легче. А на этом я с вами буду прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем удачи и до скорых встреч!